Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такие чудесные игрушки на новогоднюю елку. Вам понадобится выкройка. Ее я оставила в описании под роликом. Для начала вырезаем детали тела и лицо. Теперь берем фетр пряничного цвета и переносим деталь тела на него. Вырезаем 2 штуки. Первую деталь я вырезаю с помощью выкройки, а уже второй экземпляр я вырезаю с помощью накладывания первой детали на фетр. Так детали получатся идеально одинаковые. А деталь под названием лицо я вырезаю из белого фетра. Теперь щечки. Я вырезаю их без помощи выкройки. С помощью черной нитки я буду вышивать рот и глазки. Складываю отрезок в 4 раза, чтобы нитка была толстая. С помощью зеленой нитки я делаю присыпку на наших печеньках. Для этого делаю стежки по всей звездочке в абсолютно рандомном порядке. И все то же самое повторяю с красной ниткой. Теперь щечки. Я пришиваю их прямым стежком. Самое время пришить лицо к телу. Я беру белую нитку, чтобы ее не было сильно видно. И пришиваю также прямым стежком. Можно также использовать шов вперед иголку или назад иголку. Пришиваю лицо по всему контуру. Теперь приступим к ленточке. Я отрезаю небольшой кусочек и беру обычную нитку, которой только что пришивала щечки. Продеваю ее в ленточку, подрезаю кончик, и теперь нитку будет легко продеть в деревянную бусину. Все, нитка нам больше не нужна. И на конце ленточки завязываем узелок.
И такой же узелок делаю сверху над бусиной. Теперь я беру суперклей, капаю капельку на нижний узелок и приклеиваю его к нашей основе. Если вы делаете игрушки для детей, например, для детского мобиля над кроваткой, то клей, конечно, не используйте. Остается только сшить две детали. Я это делаю обметочным швом. Его еще называют петельный шов. С лицевой стороны я протыкаю две детали иголкой и вывожу ее на изнаночную сторону. А нитка, которая оставалась сзади, должна пройти под иголкой. Итак, я сшиваю обе детали по кругу, но в конце оставляю небольшой кармашек для того, чтобы набить игрушку синтепухом. Набивать нужно не очень плотно, понадобится совсем небольшое количество синтепуха. Теперь зашиваю отверстие и закрепляю нить. Для этого последний стежок я вывожу в первый. В образовавшуюся петельку провожу нить и затягиваю. И делаю так еще раз. После чего вставляю нить в игрушку и вывожу посередине звездочки с обратной стороны. Подтягиваю нить и обрезаю ножницами. Теперь распрямляем звездочку, и все готово. Вот такие красавчики получаются. Теперь приступим к елочке. Делаем все то же самое. Переносим детали выкройки на фетр и вырезаем. У меня закончился светло-салатовый фетр, и я сделала с темно-салатовым. В принципе, получается не хуже. Вырезаю розовый пенек и розовые щечки. Щечки пришиваю. Настало время сделать ротик и глазки. Дальше я беру зеленую нитку и делаю стежки по всей длине елочки. Это иголки. Вот так должно получиться. Пришиваю ствол. Теперь беру ленточку, отрезаю кусочек
Складываю ее пополам и делаю узелок на конце. С помощью суперклея приклеиваю ленточку на самый верх и пока откладываю в сторону. Теперь деталь под названием лицо нужно пришить к телу. Делать я это буду темно-зеленой ниткой. Я пришиваю швом назад иголку. И так по контуру. Осталось сшить две детали. Начинаю я слева от ленточки. Снова оставляем кармашек и набиваем игрушку синтепухом. Начинать нужно с набивки пенечка. Зашиваем отверстие и закрепляем нитку. И с помощью суперклея приклеиваю бантик к верхушке. Кстати, этот бантик я делала с помощью вилки. Небольшой мастер-класс, есть видео про открытки. Я оставлю его в подсказках, а также в описании к ролику. Ну и вот такие елочки у нас получились. Как вам такие игрушки на елку? Уже в следующем ролике я буду украшать квартиру к Новому году и покажу, где же висят те самые игрушки.